За окном уже июнь, а это значит, что подошла очередь очередного выпуска медицинских новостей. Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня в выпуске. Эксперты призывают отложить летнюю Олимпиаду 2016 из-за вируса Зика. Американское правительство официально заявило, что столкнулось со страшной бактерией. Ученые-генетики превратили бактерии во флеш-носители. И еще много других полезных и интересных новостей со всего мира. Получение новых антибиотиков станет проще и быстрее. Ученые из Гарварда создали новую упрощенную схему, позволяющую открывать новые антибиотики. Эта разработка способна решить проблемы антибиотической устойчивости у бактерий. Платформа позволяет собирать 8 химических строительных элементов посредством простого процесса. Итогом становятся антибиотики. В отличие от ранее применявшихся техник изменения исходной молекулы, новая технология предполагает применение 8 химических промышленных веществ и их производных. Далее следует применение их разных комбинаций и проверка получившихся агентов против бактерий. Это позволяет получать новые лекарственные агенты быстрее. Как показали исследования, получившиеся соединения были более активны против устойчивых бактерий, чем привычные антибиотики. Специалисты придумали, как помочь людям, страдающим ожирением. Наполненные газом шары, система O-Balloon Six Months Balloon System, располагающиеся в желудке, помогают тучным людям скинуть в 2 раза больше веса, чем одни лишь изменения образа жизни. Шары расширяются в желудке, создавая ощущение сытости. Итог: человек съедает меньше. Как показали эксперименты с тучными людьми, им удалось сбросить почти 7% от веса при использовании данной системы. Более того, у них отмечались признаки улучшения показателей давления и холестерина. В общей сложности в эксперименте приняли участие 387 человек. Сразу после проглатывания шарики наполнялись 250 кубическими сантиметрами газообразного вещества на основе азота через маленький катетер, прикрепленный к капсуле. Контрольная группа проглатывала капсулы с сахаром. В итоге основная группа скинула 6,81% от своего веса, а контрольная — 3,59%. Плюс в основной группе улучшились показатели систолического кровяного давления, глюкозы, холестерина и триглицеридов. Даже самые серьезные кровотечения отступают перед новой технологией. Австралийские военные хирурги использовали инновационное устройство XSTAT, останавливающее кровотечение. Оно вводит в рану множество маленьких губок. Губки быстро разбухают в ране, останавливая кровотечение. На это уходит всего 20 секунд. Для удобства у губок есть маркеры, которые видны на рентгене. Это позволит их в перспективе удалить. Технология идеально подходит для огнестрельных ранений, оставляющих видимые отверстия. Ее уже успешно проверили на пациенте. Кровотечение остановилось практически моментально. Последняя линия обороны против агрессивных бактерий пала, говорят ученые. Американское правительство официально заявило, что столкнулось со страшной бактерией, которая не боится даже холестина, антибиотика последней линии защиты. Бактерию обнаружили у 49-летней женщины из Пенсильвании. Она обратилась к врачам с симптомами инфекции мочевыводящей системы примерно месяц назад. Анализы показали наличие штамма бактерии кишечной палочка с геном MCR1, дающим патогену устойчивость к антибиотикам. Это первый случай обнаружения гена MCR1 в Штатах. Пациентка никуда не ездила за 5 месяцев до развития инфекции. Значит, вряд ли штамм имеет привозной характер. Более того, проверка на территории страны выявила устойчивый к холестину штамм кишечной палочки в одном образце материала, забранном из кишечника свиньи. Холестин – старый антибиотик, который долгое время считался единственной последней защитой от страшных бактерий. Видимо, защиты этой не осталось. Эксперты призывают отложить летнюю Олимпиаду 2016 из-за вируса Зика. Всемирная организация здравоохранения высказала опасения относительно распространения вируса Зика в связи с предстоящими в Рио-де-Жанейро летними Олимпийскими играми, которые должны пройти в августе. Некоторые эксперты даже призывают отложить проведение Олимпиады. При этом мэр Рио заявляет, что москиты, переносящие вирус, уничтожены. Между тем, группа из 150 ученых составила открытое письмо, в котором доказывается наличие
достичь опасной ситуации в Южной Америке. По словам специалистов, программа по избавлению от вируса провалилась из-за ослабленной системы здравоохранения. И это является веской причиной отмены Олимпиады. К слову сказать, наложение ограничений в отношении Олимпийских игр уже практиковалось. Например, 2 года назад пришлось отказать в участии в Олимпиаде в Китае 2 спортсменам из Западной Африки, где буйствовала лихорадка Эбола. Олимпийские игры, как массовое мероприятие, может стать эпидемиологической бомбой, напоминают ученые. Белые ночи наносят вред жителям Петербурга, говорят специалисты. Врачи в лице ректора Института психологии и сексологии Льва Щеглова высказывают опасения относительно здоровья жителей Петербурга. По их мнению, белые ночи вызывают повышенную тревожность, стрессы и сбои в режиме сна. Согласно статистике, с такими проблемами сталкиваются четверть жителей Санкт-Петербурга. Однако сильнее всего страдают гости города и мигранты, ведь большинство петербуржцев уже привыкло к этому ежегодному явлению. Точную статистику тех, кто страдает от белых ночей, я назвать не могу. Но то, что таких людей достаточно много – медицинский факт. Физиологическая норма для человеческого организма – спать, когда темно. Поэтому в идеале у нас у всех день должен быть днем, а ночь – ночью. Так что совет тут может быть только один – плотные шторы на окна и соблюдение режима сна и бодрствования, говорит директор городского центра медицинской профилактики Владимир Жолобов. Ученые заявили, что им удалось создать таблетку молодости. Она способна обратить вспять многие возрастные недуги. Клинические испытания таблетки, возможно, начнутся в ближайшие 2 года. В таблетке содержится коктейль из 30 витаминов и минеральных веществ. Среди них витамины В, С, Д, фолиевая кислота, экстракт зеленого чая, рыбий жир. Как показали исследования, данная смесь способна замедлить развитие неврологических отклонений, вроде болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона. В рамках эксперимента ученые использовали мышей с обширной потерей более 50% мозговых клеток. Через несколько месяцев приема таблеток полностью пропадали признаки клеточной потери, тормозился когнитивный упадок, улучшалось зрение, обоняние, равновесие и двигательная активность животных. Было установлено, что таблетки влияли на митохондрии, энергетические фабрики клеток. В митохондриях вырабатывалось меньше свободных радикалов. Поэтому, когда таблетки проверяли на сверчках, те в итоге вместо 120 дней жили 257 дней. В России разработана бюджетная модель искусственного сердца. Исследователи из Новосибирска разработали искусственное сердце, стоимость которого почти в 5 раз ниже импортных и российских аналогов. Цена прибора не более 3 миллионов рублей. Новосибирское искусственное сердце отличается от других подобных приборов не только ценой. Он снабжен не лопастным, а дисковым насосом для поверхностного натяжения, благодаря чему риск образования тромбов при его использовании существенно снижается. Важным преимуществом является и размеры прибора. Это искусственное сердце гораздо меньше, чем многие другие приборы, а это значит, что его проще устанавливать пациентам. Чаще всего подобные устройства имплантируют на небольшой срок. Это позволяет пациентам дожить до трансплантации донорского органа. Уже осенью прибор будет имплантирован животным. В первую очередь искусственное сердце испытают на мини-свинье и, возможно, теленке. Грудное вскармливание защищает детей от болезней и набора веса. Специалисты из университета Хельсинки обнаружили, дети, находившиеся на грудном вскармливании и не принимавшие антибиотики до отнятия от груди, в будущем пили меньше антибиотиков. Кроме того, индекс массы тела у них был меньше. В исследовании приняли участие 226 детей из Финляндии. Исследователи выяснили, что дети, которым не давали антибиотики в процессе грудного вскармливания, реже болели. Так, судя по всему, кормление грудью укрепляло их иммунную систему. А также эти участники реже имели лишний вес в более позднем возрасте. А вот сотрудники университета Глазго установили, что если ребенка кормить грудью до 6-месячного возраста, он будет себя хорошо вести. Это показали наблюдения за 1500 детей в возрасте от 7 до 11 лет. Дети, которых кормили грудью только в первый месяц или еще меньше, в 2 раза чаще демонстрировали проблемы с поведением по сравнению с детьми, находившимися на грудном вскармливании в течение полугода. Стоит отметить, что грудное вскармливание также укрепляет иммунитет, позитивно сказывается на пищеварительной системе и снижает риск развития некоторых форм рака. А еще оно влияет на уровень интеллекта, когнитивные навыки и поведение. Поэтому важно кормить детей грудным молоком максимально долго, говорят эксперты. Вероятность развода зависит от количества сексуальных партнеров до брака.
Женщины, у которых до брака было от 3 до 9 партнеров, разводятся реже тех, кто до замужества занимался сексом всего с 2 партнерами. Это выяснили исследователи из университета Юты. Специалисты проанализировали данные, собранные с 2002 по 2013 года. Между тем, был выявлен парадокс. Представительницы прекрасного пола, выходившие замуж девственницами, а также те, у кого до брака был один партнер, разводились реже всего. А выше всего риск развода оказался у женщин с 10 сексуальными партнерами или больше до вступления в брак. В целом на практике работало правило золотой середины. Силами генетики ученые превратили бактерии во флеш-носители. Университет Гарварда создал новый метод записи информации в генетический код живых клеток бактерий. Метод уже назвали биофлешкой, ведь экспертам удалось внедрить в ДНК 100 байт информации, и это не предел. По словам ученых, природные бактерии способны хранить до 3000 байт, а искусственно синтезированные во много раз больше. На сегодня это все. Еще больше новостей и всего самого интересного, полезного и даже загадочного, связанного со здоровьем, можно узнать из наших групп в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассниках, ссылки на которые будут в описании к видео. Не болейте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в группу ВКонтакте. Здоровья вам!